Hello everyone, this is the over 1000 kilometer state review of my running shoes One Mix Iron Armor, which I use for my cross run trainings. Hello, hi, привет. Здравствуйте. Hi. How are you? Привет. Да, я знаю, вы соскучились по моим кроссовкам, поэтому сейчас отревьюем их состояние после более чем 1000 километров пробега. Честно говоря, я уже потерялся на сколько там, более 1000. Ну, в целом, прелиминарно, я думаю, будет понятно. Коротко в основе могу обозначить, что кроссы ок, кроссы бегают и будут еще бегать, я надеюсь, долго. Пройдемся по минусам, которые наконец-то появились, если кто-то долго их ждал. Во-первых, протерлись трамплины влета в эти летательные тапки. Я этому, если честно, удивился, потому что здесь протерлись, прям до внешней основы. Я, по-моему, сталкиваюсь с таким впервые, но мой копытный друг, у которого кроссов дешевле 80 баксов, наверное, не появляется. Говорит, это у меня все так протираются, это ок. Ок так ок. Ладно. Вообще, конечно, не хотелось бы. Придется сошивать, а если зашью, возможно, начнет тереть. А я весь такой беговой, нежный и могу стереться. Да, если кто не понял, это рофл. Кроссраннеров вообще не особо волнует, что они начинают дистанцию в кроссовках, а прибегают босиком, они этого, в принципе, не замечают. Это норма. Там бы на финише тренировки самому целым прибежать, не растеряться. Дальше. При затягивании шнурков слышал я несколько раз хруст. Опасения по поводу вот этих инновационных систем крепления шнурков, может быть, имели смысл. Но, тем не менее, все на месте, ничего не оторвалось. Но хруст я слышал. По поводу перекручивания шнурков и перешнуровок, ни разу не перешнуровывал. Сверху сделал беговые петли и все. Концевые, не помню, как называются, кончики. На месте, шнурки чистые, мою сверху просто щеткой. Все ок. Никакой антиэстетики не обнаружено. Здесь нужно учитывать, что как только я выбегаю, через 200 метров они в пыли, росе, говне и всем, что присутствует на моих полевых маршрутах. Это норма, это кроссраннинг. Следующий дискомфортный момент, который меня удивил, не то что удивил, который просто существует. Здесь поверх основной этикетки, которая под низом, наклеена сверху. Я так понимаю, это из-за разницы рынков. Я как-то не замечал, думаю, что мне немного мешает. Я думал, это просто из-за разницы текстур. А нижняя вот на основной слой ткани напаяна. С ней таких проблем возникнуть не должно. Следующий момент. Не на этом. Наверное, даже так будет видно. От того, что иногда спотыкаюсь, отклеился вот этот элемент протектора. При встрече с поверхностью, это очевидно, да, этот уголок во многих случаях может задираться. Недостаток дизайна. Если бы этот рисунок протектора был симметрично замкнут, то такой проблемы не возникло бы. О том, как вентиляционная система забивается грязью, я уже рассказывал. Забивается, вычищается и продолжает работать дальше. По истиранию протектора. Ничего критичного для данного пробега не произошло, да и вообще в целом ок. Здесь понятно, что грунт является более мягким, но и отрезки асфальта тоже существуют, на которых я, как вы уже поняли, иногда спотыкаюсь. Пневмоподушки целые, не протерлись, о них я тоже переживал, так как острые камешки в асфальте, я думал, лопнут, протрутся, разрежутся и так далее. Но нет. Более непонятный момент с вылетом задних протекторов. Вот почему отклеились они. Слегка. Это вопрос. Это при том, что я не снимаю вот так, носком упираясь в пятку. Я аккуратно рукой, каким образом это отклеилось. Загадка. И это при том, что это самые, наверное, незадействованные части протектора. И стирание фронтальной части миксы и букеты жестких и мягких трав присутствует, но не критично. Это норма. Так же, как и насечки и пожелтения на боковых частях пенных элементов. Стельки.
немного просели, но опять это норма, это естественный износ. Они никогда не будут такими, какие они были прежде, уже после первой пробежки. Единственный момент, здесь тканная часть слегка отклеилась. С какого фига? Я в горячей воде кроссовки не мою. С тех пор, как решил постирать свои около новые кроссы в стиральной машинке, и после стирки достал подошву отдельно от верхней части. На этом по штатному износу все. Перейдем к нештатному и начнем с предыстории, которая, наверное, ни для кого не станет новостью. Я люблю экспедиции, походы и подобную активность на свежем воздухе. Сам бы сказал осторожно. И мне также повезло, что мы с моим копытным другом являемся единомышленниками, которые задаются даже такими вопросами, как выдержат ли беговые кроссы поход куда-нибудь в лес. Но данные вопросы являются больше риторическими и генерируются чисто для того, чтобы порофлить. Потому что после рофла мы сразу переходим к экспериментам и, конечно же, идем в беговых кроссовках в лес. А почему бы и да? Вообще у простых людей с этим все просто. Откидываем беговые, оставляем кроссовки. Для нас кроссовки существуют как кроссовки. А какие они там уже? Ну, это сопутствующие свойства. Так вот, в горно-холмистом лесу кроссовки заработали вот такие травмы. Кстати, мой копытный друг это подметил, говорит, они не выдержали. Образовались такие вот дэмэджи, неприятные. Здесь приклеенный элемент оторвался, здесь прорвалось, и здесь нечто похожее. Вот, еще один элемент протектора отклеен. Ну, вот, недостатки дизайна. А здесь такого не присутствует. И, короче, эти дэмэджи были заработаны в прошлом сезоне. Кроссы еще были на гарантии, и я что-то решил написать в OneMix, типа, обо всех недоработках предоставить свое экспертное мнение и данные после тестирования. На что в OneMix отреагировали оперативно-позитивно и предложили мне вторую генерацию этих кроссовок, если я оплачу доставку. Чему я, конечно, был очень удивлен и несказанно рад. Поэтому распаковка. После того, как я принял данное предложение, я попросил, там, видел новые цвета появились, пришлите типа какой-нибудь другой цвет. Я 3 прикольных для себя обозначил и вот перечислил, если можно, то какие-нибудь 3 из этих, а если нет, то просто другой. Вуаля. Почти другой цвет. Так, пошел вон. Почти другой цвет. Ну, почти. Давайте поправим красоту кадра, чтобы было красиво. По визуально недоступным изменениям они удалили из пятки сферическую платформу, которой они так хвалились, там добавляет стабильности, что спорный был вопрос, также амортизации в комплекте с баунс-эффектом. Во второй генерации ее больше нет. Здесь просто подошва с той же вентиляцией, с теми же пневмоподушками, но в пятке уже никаких фич. Все остальные изменения можно довольно легко заметить визуально. Изменен материал поверхности кроссовка с прозрачной сетки из пластиковой нити на такую, более приятную фактуру. Здесь визуально отсутствует водоотсекатель, но по факту он здесь все же есть. Я, правда, не знаю, эта фича исключительно как водоотсекатель разработана или также для жесткости. Полагаю, что и то в комплекте. Общий цветовой тон чуть-чуть изменился, но они по-прежнему фиолетовые, примерно в том же спектре. Чуть-чуть оттенок изменен. Все те же носки, все в том же комплекте. Вставки. Вставки уже не пластиковые, а из прессованной бумаги. Экология одобрена. Шнурки. Стелька, которая меня разочаровала, честно скажу. Где тянка? Где киберпанк стайл? Здесь что-то похожее на кельтские узлы. Но тянка была прикольней. Как я теперь без тянки бегать буду? Недоволен. Это явное упрощение и удешевление. Это не нравится, это нехорошо. И самое главное разочарование в том, что они больше не предусмотрены для установки карбоновой пластины. Ай-яй-яй. OneMix. Как не стыдно. Вы же их позиционировали как тренировочные кроссы с поддержкой гонок на карбоне на дистанциях до полумарафона включительно. А теперь это просто тапки второй генерации. Вторая генерация крутых киберпанк кроссовок шагнула взад. Не, вы просто посмотрите на это. Вот старая, новая. Новая, старая. Где лучше? Конечно же, с тянкой лучше. С тянкой и бежится веселее. И вообще, с тянкой лучше, тянка решает. А здесь все самому. Стелька. Разочарование, отсутствие кармана и крепежной. Как это называется?
Velcro вставки для крепления карбоновой пластины. Сплошное отсутствие. И даже на этикетке изменен дизайн этикеточки. Не этой. Вроде тоже неплохо, но где тянка? Опять у меня вопрос. Где тянка? Меня радовала тянка. А здесь, просто логотип бренда. Что за грусть? Мне прислали новые кроссовки с нотками разочарования. В целом-то понятно, маркетинговая модель не нова. Сначала привлеки внимание, дай много всего, потом выпусти вторую генерацию и пойди по пути упрощения, отними все, что дал, сохрани прежний вид с небольшими изменениями, для того, чтобы обозначить, что это все-таки вторая генерация. После чего начни поэтапно возвращать, настаивая на том, что ты вернул доработанное, модифицированное, стабилизированное и так далее. Все знают маркетинговые тексты. Если кто не знает, то рекомендую к разумному, осознанному изучению вдумчивой вычетки и ресерчу. Не знаю, как проще объяснить, надеюсь, поняли. Надеюсь, вы поняли, что проще это не на этом канале. Стоит справедливо отметить, что вылет задней части протектора изменен в позитивную сторону. Да, давайте сразу сам протектор. Сам протектор тоже чутка упрощен, да? Да-да-да, но здесь все так же. Нехорошо. Хорошо. Хоть вентиляционный клапан не отняли, и то ладно. А в остальном, визуально, изменение дизайна, старая, новая, первая генерация, вторая, больше без желтеньких полосочек. Выглядит, кстати, вот это посимпатичнее материал верхней части, чем то. Может быть, потому что те уже за 1000 убежали. Да, молодец, и старая, но новая. Отсутствует светоотражайка. Здесь свет больше не отражает. Положение логотипа изменено. Крепление шнурков, это ясно. Хотя вот здесь я бы хотел видеть и вот такую тоже вещь. Выглядит технологичнее. Вот эта часть изнутри. Здесь, кстати, выглядит понадежнее и поприятнее. Здесь ясно, что уже изношено, но тем не менее. В новых салон поприятнее, но без возможности установки карбоновых элементов. Антитехнологичность. На первой генерации есть логотип, на второй генерации логотип стал излишне азиатским. И на этом вроде все. Теперь я буду наслаждаться 2 парами фиолетовых кроссовок. Старые я, конечно, зашью. Я уже в них не знаю, какой километраж набегал в порванных. Порвал в прошлом сезоне. Прошла уже половина этого сезона. Не зашивал, потому что ждал момента, когда я смогу сравнить и все продемонстрировать на одной платформе без разделения. А так я их, конечно, зашью и буду продолжать бегать, пока что-то еще с ними не случится, а потом опять зашью и буду бегать. Многих удивляет тот момент, что я умею шить, ушивать, подшивать, зашивать, перешивать, обладаю такой суперспособностью. Причем, как оказалось, подавляющее большинство девочек не способны что-то пофиксить методом зашивания на том уровне, на котором шью я. Это, конечно, интересно. Неприятно удивляет. Приятно, потому что я крут, неприятно, потому что крут только я. Вообще я придерживаюсь логики одного замечательного выражения: если ты подожжешь свечу от моего огня, то мне темнее не станет. Поэтому призываю всех, кто менее крут, зажигаться и совершенствоваться. Но не перегорайте. И основной поинт этого видео в том, что гарантия OneMix работает. Да. Это не реклама, не коллаборация, а просто обзор моего кейса. А твоя палка стоит на этой палке, да? Да, иди на... Который оказался по факту гарантийным, без каких-либо экспертиз и всего прочего. Вообще дикая, да? Громочек. И все лоси и олени сменили ореол обитания. Я просто связался, объяснил кейс, обсудили детали, скинул фотки, и все, и мне предложили такую возможность платить доставку и получить вторую генерацию в том же цвете. Все равно приятно. OneMix, thank you so much. И вам, thanks for watching. See you soon. Bye.
Мне пора. До завтра. До завтра. До завтра. Коротко в основе могу обозначить, что кроссы бегают и будут бегать, даже когда я перестану. Хочу вот это вот здесь. One Mix, вы поняли, да? Ну, о том как. Фак. Более непонятный момент с вылетами задних. Петя опять разорался, я его скоро зарублю. В горно-холмистом лесу. Ага. Блин. Ой. На что я, конечно же, согласился. И вообще, с тянкой лучше. Смотрите мой канал. Стелька. Разочарование от... Приятно, потому что я... Приятно, потому что я крут. Кыш.